Всем здравствуйте! Надеюсь, у вас все хорошо. Мы видели в предыдущем видео, как построим тексты и размеры в Autocad. В этом видео мы посмотрим, как сделать аннотативный текст и размер. И покажу вам их преимущества. Вы видите этот план. В этом тексте и размеры сделаны по стилю стандарт. Если я меняю масштабы, вы видите, что ничего не случилось, потому что эти тексты и размеры не аннотативны. Давайте посмотрим, что случилось с опцией «Аннотативный». Я создаю новый текст, но в этом случае я отмечаю опцию «Аннотативный» и выбираете любую высоту текста. Этот символ доказывает, что ваш текст аннотативный. Я написал мой текст в масштабе 1:1. Сейчас, если я меняю масштаба, также ничего не случилось, хотя мой текст аннотативный. Но если я сменяю этот и я меняю масштаба, текст сейчас закрывается, потому что он сделан с масштабом 1:1, и я выбрал другую. Если вы хотите показать этот текст с этой масштабой, вы добавляете эту масштабу свойства текста. Нажимаете на тексты и с правой кнопкой нажимаете на свойства. И вы добавляете вашего масштабу. То же самое с размерами. Например, я сделаю аннотативный размер здесь. Переходим к полезности опции аннотативной в работе. Например, вы печатаете вашего плана с этой масштабой, и вы хотите вашего размера появляться в вашей листе, а текст нет.
Тогда вы добавляете эту масштабу у вашего размера, без добавления в тексте. Это что у нас в этом видео. Спасибо за ваше внимание. До свидания.